Всем привет! Если вы думаете, что в Ирландии никто не закатывает помидоры и огурцы, то вы совершенно правы. Вряд ли вы найдете много людей в Ирландии, которые бы закатывали помидоры и огурцы дома, когда можно все это свободно купить в магазине. У нас масса литовских, польских, молдавских магазинов, где продаются различные варианты соленых помидор и огурцов. Мы начали покупать соленые помидоры и огурцы, наверное, на второй или третий год нашего приезда в Ирландию, когда детям захотелось солененьких помидорчиков. Но каждый раз, когда мы их покупали, я слышала одно и то же: «Мама, хотим твоих помидоров». И тогда я решила закатать помидоры дома. Как я выбирала помидоры для закаток и особенно, как я искала банки, это отдельная история, поскольку, негде их было просто взять. Все знакомые собирали мне банки вот с такими крышками. Вот эти баночки у меня остались еще с тех пор. Вот в таких банках, как мы говорим, в русских магазинах продаются соленые помидоры и огурцы. Кроме этого, я собирала вот такие баночки, в которых я до сих пор закрываю огурцы. Мне это очень удобно, когда нужно сделать салат, я открываю баночку и 1-2 огурчика можно съесть, остальные идут в салат. Вот такие банки тоже, как видите, от покупных помидоров. Этикетку никак не могу стереть, но они тоже удобные для помидор, когда помидорчики достаточно крупные. Ну и в итоге я пришла к тому, что купила специальные банки для консервирования, вот такие, вот с такими вкладками резиновыми. Эти банки, к сожалению, переворачивать нельзя, поэтому я их закрываю. Когда закатываю, закрываю плотно, вот на такую закрепочку, и не переворачиваю, просто плотно укрываю. Когда эти банки остынут, вот эта резинка, она закрывает ее герметично. И хранить можно помидоры и огурцы достаточно долго. Поэтому я таких банок купила много в свое время и до сих пор ими пользуюсь. Единственная проблема, что вот эта металлическая часть, она, к сожалению, окисляется и ржавеет со временем. Ну, что делать? Пользуемся тем, что есть. Какие приправы я использую? В маринад я кладу соль и сахар. Соль покупаю тоже в наших русских магазинах, вот такую обыкновенную каменную соль. Из специй я всегда использую душистый перец. У меня смесь вот таких перцев. Здесь черный, красный, белый, различные перчики. Очень приятный запах от них бывает. Обязательно кладу гвоздику, особенно в помидоры. Ну и обычные специи — это чеснок, лавровый лист и обязательно сушеный укроп. Кроме этого, я пользуюсь уксусной эссенцией. И еще один ингредиент, который я кладу в огурцы. Почему? Скажу вам через минуту. Догадайтесь, кто возмущается. Ни помидоры, ни огурцы я не стерилизую. Банки просто мою чистой водой хорошенько. Крышки стерилизую все. Вот эти резиночки, вот эти резинки и крышки я стерилизую. Банки нет. Заливаю и помидоры, и огурцы горячей водой дважды. Первый раз заливаю горячей водой, потом готовлю рассол и заливаю горячим рассолом. Наливаю уксусную эссенцию и потом уже закрываю плотно. Как и всех, укутываю и даю остыть под теплым одеялом. Ну что, приступим? Вот в этих 2 баночках я закрою огурцы, а в тех помидорчики. Все специи у меня промыты. Чесночок я режу пополам. Вы, конечно, кладите так, как привыкли. Рецепт, как всегда, оставлю вам под видео. А острый перец чуть не забыла. Перец очень острый, положу половинку. В огурцы кладу гвоздики чуть меньше, в помидорчики чуть больше. Ой-ой-ой, перебор.
Так, сюда положу, наверное, четвертинку. В маленькую баночку положу четвертинку перца. Может, вот этот поместится, малыш? Наверное, поместится. Так, теперь готовим рассол. Как я уже сказала, на литр воды я беру 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки соли. Вот это у меня уже простерилизована резиночка. Одеваю ее на банку. Ну вот крышки у меня уже простерилизовались, они кипели, а здесь рассол. Здесь у меня 1,5 литра было воды, я положила 3 ложки соли и 3 ложки сахара. Вот и все. Разливаем рассол. Наливаю до самого края. Как вам сделать так, чтобы было видно? Вот так, наверное. Не обращайте внимания, что торчит огурчик. Я его потом прижму. Оставляю на несколько минут. Потом этот рассол солью, закипячу еще раз и залью 2-й раз в банке. Потом уже буду добавлять уксусную эссенцию. Рецепт оставлю под видео. Сливаю этот рассол обратно в кастрюлю. Возьму полотенце. И дам рассолу еще раз закипеть. Залью 2-й раз и уже закрою насмерть. Пока у меня закипает рассол, налью в банке водку. У меня 50-граммовый стаканчик. Наливаю половину стакана, примерно 25 грамм, в литровую банку и полную рюмочку в 1,5-литровую. И теперь опять заливаю горячим рассолом. На 1,5-литровую баночку наливаю примерно 2 чайные ложки уксусной эссенции. Чуть-чуть долью рассольчика. Все, закрываю теперь вот так плотно. Как я уже сказала, переворачивать не буду, просто накрою одеялом. И также в маленькую баночку. В литровую банку добавлю примерно 1 чайную ложку эссенции. Проверим, не течет ли. Вот и все. Смотрите, какие получаются огурчики. Эти огурцы с водкой получаются очень-очень хрустящие. Я сама не верила, пока не попробовала. Супер огурцы. Обязательно попробуйте, и у вас всегда будут хрустящие огурчики. Вот так плотно укутываю перевернутые банки одеялами и оставляю до следующего дня, пока они полностью не остынут.